Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео я покажу вам 4 способа закрепления слайдер дизайна на ноготках. Если вам интересна эта тема, то продолжайте смотреть. Итак, 4 способа закрепить слайдер дизайн на наших ноготочках. У меня тут появилась новинка. Вот такая группа BTS, это слайдер дизайн. У меня есть и цветные, и черно-белый вариант. В общем, очень классные такие слайдер дизайны, согласитесь. Итак, я в этот раз хочу сделать цветные. Я уже тут отрезала, чтобы попробовать, как они крепятся. Вот такая вот красота. Сейчас мы будем придумывать какой-то дизайн с ними, отрезать их, и я буду показывать вам как раз таки 4 способа закрепления таких вот слайдер дизайнов. Давайте приступим. Я подготовила 4 типса. Вы можете заметить, что на них сделан градиент зеленого цвета. Нанесла я сюда гель-лаком, подложка цветная, номер гель-лака 310, магическая мята, фирма Nail Republic. Нанесла я в один слой. Далее при помощи аэрографа я сделала градиент. Кто не смотрел мой обзор аэрографа, то посмотрите, вдруг вы заинтересуетесь его приобрести. Итак, первый способ. Давайте сначала мы с вами нарежем этих парнишек. Сейчас мы выберем какие-нибудь красивые, чтобы они прям вау, прям супер были. Я думаю, вот этого розовенького, да, сделаем. Он очень интересно будет смотреться. Отрезаю слайдер дизайн я примерно вокруг, то есть квадратными я не отрезаю. Стараюсь по форме где-то вырезать примерно. Вот таким образом. И подготовим безворсовую салфетку и смочим ее водой. Пусть лежит, размокает. Далее. Давайте, кого выберем. Мне нравится вот эта вот фоточка, хотя и вот это тоже мне нравится. Ну, давайте вот эту. Прям вообще классная. Напишите, есть тут поклонники группы BTS. Мне будет очень интересно. Таким вот образом мы отрезали. У нас 4 типса, поэтому надо будет придумать хотя бы 4 каких-то интересных дизайна. Кстати, если ты еще не подписался на мой инстаграм, то обязательно подпишись, я тебя там буду ждать, там много интересных дизайнов, а также полезных статей, так что не забудь зайти и подписаться. Мы нарезали с вами слайдер дизайны, хорошо их намочим, чтобы все хорошенько намокли и хорошо отходили. Так, и давайте начнем. Первый способ. Это когда мы нанесли любой цвет в 2 или в 1 слой, просушили, и далее мы нанесли либо сверху базу, да, либо топ с липким слоем. Вот, просушили и сняли липкость. Вот видите, он матовый, то есть я сняла здесь липкость, и вот он такой вот матовый здесь. Далее для нанесения можно использовать либо пинцет, либо я беру простой какой-нибудь штампик. Почему? Потому что он удобный.
И, естественно, я делаю все в перчатках, потому что, чтобы не оставлять жирных каких-то следов, и все хорошо зафиксировалось. Если мы будем оставлять наши жирные отпечатки, то это не закрепится. Давайте продолжим. Сюда я, наверное, сделаю такого розовенького. Вот. И когда мы на штампике, мы видим, куда мы это делаем, крепим. Все, и прижимаем. Вот таким образом. И разглаживаем. Вот так вот. Далее берем название, да, какое-нибудь. Мне нравится беленькое для этого мальчика. Так. Сейчас бумажку отцепим. Вот наше название группы. И внизу его делаем под первой картинкой. И прижимаем. Я делаю специально не очень ровно. Мне нравится такой эффект. Все, прижали хорошенько, высушили. То есть он не должен быть мокрым от воды. Все хорошо пригладили, визуально оценили, ничего не торчит. Воздух весь вышел. Все у нас хорошо держится. Вот так. Далее мы берем любую базу и промазываем типс, то есть вот эти вот рисунки вокруг. Ну, я прохожусь сверху, закрепляю все вокруг, для того, чтобы не было никаких торчашек, чтобы закрепить слайдер дизайн. Вот таким образом поближе вы можете оценить, как все тут закреплено. Я сделала так, чтобы края все были закрыты базой, ну и сверху тоже. Все, мы это все сушим 30 секунд. Следующий вариант. Мы берем базу. Вот у нас нанесена база, уже здесь просушена, но я вот еще раз вам покажу еще один интересный способ, тоже хорошо держится. Наносим тоненько базу. И самое важное, мы это не сушим эту базу. Берем нашу картинку пинцетом. Тут уже штампик нам не поможет. Можно прям вот так вот с этой картинкой. Но оно не стянется, потому что оно не закрепляется, поэтому лучше взять прям пинцетом. И все, накладываем эту картинку на наш ноготок. Давайте его сейчас пониже чуть-чуть сделаем. Таким образом. И пинцетом мы сглаживаем все углы. Все, воздух отовсюду выбиваем, убираем, чтобы ничего не торчало. Вот таким образом. И давайте сделаем сюда какое-нибудь название. Допустим, черное пусть будет. Тоже очень красиво смотрится. Все тоже хорошенько притаптываем, осторожненько. Ничего, что у нас что-то тут неровно, база лежит неровно или еще что-то. Это здесь не важно. Мы выпускаем весь воздух из картинки. Не поцарапайте сильно картинку. Все делаем осторожненько. Еще раз все визуально проверяем. Главное, чтобы воздуха не было внутри. И сушим. Вот у нас уже просох первый вариант. Оставляем его пока здесь. Пусть он лежит тут. Следующий вариант. Это когда у нас база просохла.
Мы ее нанесли тонким слоем, она просохла. И у нас есть липкий слой. Липкий слой. Мы берем... Ну, давай вот этого. Этот к нам пошел первый. Сейчас. Плохо размочился он еще. Вот так вот. И просто штампиком прикладываем. Единственное, такие слайдер-дизайны слишком близко к краю я не рекомендую вам наносить. То есть мы поприжимали его к базе, понятно? И воздух тоже самое все убрали. Да, липко, да. Поэтому берем какие-то такие инструменты, которые не несут за собой жирности, да. То есть пальцами здесь не получится, если только они у вас в перчатках. Также можно попробовать прижать пинцетиком, либо апельсиновой палочкой. И давайте добавим название. Да, оно у нас убежало. Вот оно. Тоже штампиком. Вот. И прикладываем. Мне такой вариант тоже нравится. Очень даже прикольный вариант. Все, далее мы покрываем базой. Лаковым методом. То есть параллельно ноготку. Видим, да? Так вот. Сильно не втираем там ничего, просто нам нужно закрыть и максимально быстро. Долго не возим, иначе наши слайдеры могут подраствориться. Это потому, что у нас база такая. База, она немного кислотная, наверное, даже так скажу. И, естественно, она подрастворяет это дело все. Вот тут у нас, видите, все высохло. Мы можем покрыть теперь базой тоненько тоже так же. Чисто, чтобы их закрепить. Не обязательно наносить на весь ноготь. Это у нас был второй вариант. Вот видите, там воздуха никакого нет, и поэтому будет все хорошо держаться. Сушим. Вот этот вариант у нас просох, то есть он намного быстрее получается. Вы поняли, да, что раз-раз приложили, потом базой промазали. Также вот этот вариант достаточно быстро делается. И я вам покажу еще один вариант. Опять же, у нас не просохшая база, но есть липкость. Липкость от базы. И мы на эту липкость от базы поприжимали, воздух выпустили весь. И смотрите, следующий момент очень важный. Для того, чтобы нам не покрывать это все базой, я беру праймер. Единственное, праймер должен быть, естественно, бескислотный. Тоненько берем, выжимаем полностью почти весь праймер с кисти, чтобы она не была наполнена этим праймером. И по краю слайдера проходимся притаптывающими такими движениями. Очень важно знать свои, так скажем, слайдер-дизайны. Бывает такое, что не все ладят с праймером, либо с вашим определенным праймером. Нужно проверить сначала на себе, на типсе, а потом уже на клиентах, потому что может такая ситуация произойти, что вот ваш последний слайдер, и он может раствориться под праймером, и это будет не очень хорошо. Он растворится, и все, вы расстроитесь очень сильно. Он и так растворяется, просто не так сильно, чтобы потерять эту структуру и потерять рисунок сам, да. Все, он сохнет, у нас хорошенько высыхает на воздухе. Чем дольше, тем лучше. Тут у нас тоже все просохло. И давайте мы добавим какой-то акцент сюда. Я думаю, по способам закрепления вы все поняли. Остается только покрыть топом, либо глянцевым, либо матовым. Что мы сейчас и будем делать. Но единственное, я хочу добавить сюда акцента. Сейчас очень популярно делать точечки, да, всякие. Еще я хочу вам напомнить о том, что у меня есть курс
по рисованию 101 далматинца. Это 4 милых персонажа. Я научу вас теории, как делать тонкие линии, как подстригать кисть для тонких линий, как ставить руку, под каким углом рисовать, как набирать краску на кисть. Также разберем, зачем нужны схемы, как делать свет и тень на рисунке. И мы отрисуем все 4 персонажа вместе с вами. А также я буду вас вести в течение времени, когда вы будете проходить этот курс. Вы будете задавать мне какие-то вопросы, либо если у вас что-то будет не получаться, я буду вам помогать. После прохождения этого курса вы получите сертификат. Все подробности под видео, там есть ссылка, можно написать мне, там все контакты есть. Вот такие вот, про топы такие я уже вам рассказывала, есть видеообзор. Могу ссылочку вам оставить, заходите, посмотрите, очень интересно. Это с глянцем топ. И мы просто подцепляем вот эти точечки и распределяем на ноготочки. Сушим. Почему я выкладываю на палитру эти точечки? Так я могу подцепить именно нужное количество мне и красиво распределить вот эти вот крупинки, чтобы много не наслаивать топа и не портить композицию. Еще добавим. Стараюсь этим топом на край сильно не заходить, чтобы сверху уже потом покрыть другой топ, потому что этот топ без липкости. И на край я его не рекомендую вам намазывать. Лучше не доходить до края. Ну а если вы все-таки переживаете, что у вас два топа не сцепятся, то лучше нанести праймер. Изначально рекомендую сделать вам хорошее выравнивание ногтевой пластины еще во время того, когда вы наносите базу на ногти, а потом уже не делать эти выравнивания. Тем более, если вы будете покрывать сверху матовым топом. Матовый топ лучше им ничего не выравнивать, потому что он все цвета немножко меняет. Так, берем. Все, осталось нам только покрыть топом. У меня топ без липкости от Имень, сатиновый. Сушим. Почему наносим слайдер именно на базу в любых случаях? Потому что топ, он не всегда хорошо работает и может просто все у вас отойти. И я уже сталкивалась с такими проблемами, поэтому сквозь опыт я вам могу сказать, что вот эти варианты — это стопроцентное закрепление вашего слайдер дизайна. Так, сушим их 30-60 секунд. И вот они готовы. Все 4 варианта. Все хорошо закрепились. Так что смотрите, выбирайте для себя самый лучший способ нанесения. Какой вам больше всего понравилось, вы тоже напишите. А также напишите свои варианты закрепления слайдер дизайна. Мне будет очень интересно. Сейчас мы посмотрим их вблизи. А на этом все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте пальчики вверх, а также подписывайтесь на мой канал и не забывайте поставить колокольчик, потому что, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока-пока!